Здравствуйте, господа и дамы. Вторая часть по оптимизации второго сталкера. В предыдущем видео мы подобрали актуальные настройки графики и слегка оптимизировали систему. В этот раз придется конкретно так заморочиться. Начнем с модификаций, которые слегка оптимизируют игру и исправляют бесконечную компиляцию шейдеров. Плавненько перейдем к настройке NVIDIA инспектора и наконец задействуем уже более тяжелую артиллерию. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, залетаем ко мне в телегу и качаем архивчик. В архиве нас ожидают NVIDIA инспектор с настройкой DLSS, далее модификации и конечно же программы с фиксом задержки мыши. Кстати, антивирус может ругаться на архивчик, потому что здесь стоит NVIDIA инспектор. Можете тоже загрузить его с GitHub и сами в этом убедиться. В любом случае, все ссылочки на официальные ресурсы, кроме модов, будут в описании. Начнем с модификаций. Открываем папку моды, и здесь нас встречают по сути три самых важных мода. Первый мод. Boost с фиксом видеопамяти для видеокарты AMD. У кого вылетает ошибка во время компиляции, либо в самой игре. Здесь я тоже написал, куда устанавливать. Папка Stalker 2, Content, Packs и папка Mods. Если папки Mods нет, создаем вручную. Выглядит как-то так. Stalker 2, Content, Packs и Mods. То есть просто открываем архивчик и переносим в папку Mods. Далее, твик с оптимизацией. Base, как пишет описание, на визуал никак не влияет, зато улучшает немножко производительность. Следующий твик Boost, который слегка влияет на визуал, но и вроде как чуть больше улучшает производительность Сталкера 2. Люди пишут в комментариях, что работает очень хорошо на более старых системах. К примеру, на моей системе я разницу, если заметил, то не более 2%. Зато с этим engine файликом производительность в Сталкере 2 значительно так увеличилась. Да, пришлось дозаписывать материал, так как перед публикацией ролика загрузили кое-что интересное, я уже успел протестировать. И плюс, конечно же, пересобрал архивчик. У нас появляется main, в нем находится engine.ini. И плюс написал путь установки. Диск C, user, ваше имя пользователя, AppData, local, Stalker 2 и так далее. Снова же нажимаем на поиск, пишем %appdata, % и открываем папку. Нажимаем на AppData, local, Stalker 2, saved, config, Windows. И вот сюда нужно будет уже перекинуть engine файлик. По дефолту в этой папке у вас engine.ini не должно быть. И что самое интересное, в этом файлике сразу уже отключена акселерация мыши. Что это значит? Если вы будете использовать engine.ini, тогда фикс задержки мыши пропускайте. Если же не будете его использовать, тогда естественно добавляйте фикс задержки мыши. И самая важная модификация — это No Shader. Отключение компиляции шейдеров. Просто имба, чуть позже покажу. Тоже открываем и переносим в папку Mods. Как пишет описание, что скорее всего разработчики забыли нажать одну кнопочку, чтобы кэш шейдеров сохранялся у нас в системе. С модами мы закончили, тут в принципе все ясно. Можете раз в недельку заходить на Nexus и проверять все эти модификации, потому что версии обновляются практически каждый день. Следующее — это у нас фикс задержки мыши. Очень распространенная проблема, которая действительно мешает многим играть. Открываем текстовый документ, и нам нужно перейти в папку Local Data, Stalker и так далее. Нажимаем поиск, пишем %appdata и %. Нажимаем на AppData, Local и ищем Stalker 2. Далее Saved, Config, Windows. И здесь нам нужно найти ini документ Input. Открываем его и вставляем вот эти вот строки
вот сюда. Нажимаем на файл и сохранить. После этих небольших настроек залетаете в Stalker 2 и уже проверяете, все ли поставилось, все ли работает, как оно работает и так далее. Если все хорошо, если вас это устраивает, тогда останавливайтесь. Потому что следующие настройки далеко не для всех. Тут не просто сделал 2 клика и пошел играть. Нужно все это вводить, тестировать и так далее. По крайней мере первые пару раз. Начнем с NVIDIA инспектора. Просто делаем распаковку его, куда вам больше нравится. И Custom Settings Name перекидываем тоже в папку с распакованным NVIDIA инспектором. Должно выглядеть как-то так, то есть сам NVIDIA инспектор и Custom Settings Name. На всякий случай скажу, что это работает только для видеокарт NVIDIA. То есть, ребятки с видеокартами от AMD можете скипнуть и перейти к настройке ASLC и процесс Lasso. Мы же открываем NVIDIA инспектор, да. В профиле мы переходим на Stalker сердце Чернобыля. То есть просто ставим букву S и у нас она в первом списке будет. И тут начинается самое интересное. Можете просто взять и скопировать все мои настройки. Либо же уже под себя там что-то настроить, если шарите. Что я сделал? Все, что связано с G-Sync, я подключал. Здесь off, далее force off, снова force off и так далее. Это в том случае, если вы не используете G-Sync. Если используете, нужна совсем другая настройка. Ну, либо просто ее скипайте. Далее, вертикальная синхронизация. Вот мы и приблизились к самому интересному. Как пишут на различных форумах, многие все-таки рекомендуют включить вертикальную синхронизацию. Говорят, что так будет более стабильный FPS и лучшая производительность. Если вам вертикалка не нравится, допустим, очень большая задержка при ее включении, можно просто ограничить FPS. Даже если у вас 40 кадров, ограничивайте до 60. Но я буду включать вертикалку, для этого мы выбираем Force On. Либо же просто Use Z3D Setting. В таком случае то, что мы в игре выберем, так оно и будет работать. Следующая вкладка Anti-Aliasing. Здесь многое оставляем по дефолту, а кое-что по типу FXAA отключаем. Суперсэмплинг. Off Multi-Sampling. Если будете использовать лот биасы, хотя в моем случае они не работают, возможно у вас заработают, тогда можете выбрать Replay Mode All и здесь, где лот биас DX, поставить на +1, +2, либо +3. Чем выше значение, то есть плюсовое, тем, так сказать, более картофельная графика. Далее как раз таки текстур фильтры. On, драйвер лот биас, Off, ну и здесь уже лот биасы сами под себя настраиваете. Пятый пункт. Если мы поставили Custom Settings Names, у нас появятся новые 3 вкладочки, связанные с DLSS. Будьте внимательны, что после настройки DLSS в NVIDIA инспекторе в самой игре вы его изменить не сможете. Только нужно будет открыть NVIDIA инспектор и уже здесь что-то менять. Первый DLSS Force Quality Levels DLA. Это у нас абсолютно все пресеты, допустим, Quality, баланс и так далее, превращаются в DLAA. Если это нужно, если у вас 4090 с очень мощным проциком, тогда можете включить. То есть картинка в этом случае улучшится. Далее пресет. Как многие рекомендуют, выбираем пресет F. Честно скажу, другие пресеты я не тестировал. Возможно, они работают лучше. Если есть время, если вам интересно, можете посмотреть. После выбора пресета нам нужно задать качество рендера. Пока я оставил на 0.80x. Чем ниже значение, тем хуже картинка, но и больше FPS. Кстати, что удивительно, при выборе в самой игре пресета там баланс, либо перформанс, у меня FPS оставался на месте, зато картинка ухудшалась. В этом случае я ставил 0.5, картинка ухудшалась и FPS тоже повышался. С условных 53 кадров у меня выросло, по-моему, до 64. Поэтому смотрите, тестируйте. Далее, ребар. Углубляться, как его включить, настроить я не буду. У меня есть ролики по различным оптимизациям. Если интересно, ссылочка на плейлист будет в описании. Можете посмотреть, что вас больше интересует. Там куча роликов и просто повторяться из раза в раз, ну, сами понимаете, не всем интересно, да и не хочется. Как ребар включили, мы переходим на ребар и здесь тоже его включаем. Далее ребар, Option, выбираем там, где указано 0x, множество нолей и в конце 1. Rebar Size Limit. Ищем, где 0x, множество нолей, четверочка и снова множество нолей. Shader Cache. Я лично поставил на Unlimited. Оптимизации выбрал на авто. После этого нажимаем Apply
Changes. Иногда лучше нажать несколько раз, потому что настройки могут не примениться. Закрываем NVIDIA Profile Inspector, залетаем в игру и проверяем. Если вдруг начались проблемы, снова же открываем NVIDIA Profile Inspector, в профиле пишем Stalker и нажимаем вот сюда. Restore Profile NVIDIA Defaults. Все настройки вернутся взад. Открываем папку программы, либо переходим по ссылочке в описании и загружаем процесс Lasso и ISLC. Начнем с ISLC. 2 раза LKM, далее троеточие, выбираете любую папку и нажимаете ОК. Далее Extract. Открываем ISLC. Да, в самом верху у нас указано Total System Memory, наша максимальная оперативная память. И чуть ниже, то, что нас интересует, The List Size, мы оставляем по дефолту на 1024, а уже Free Memory выставляем значение, поделенное на 2 от нашей максимальной оперативной памяти. Допустим, 32 479 делим на 2 и получаем значение. Я же просто напишу 16 тысяч. Можете поставить галочки, чтобы запускался ISLC автоматически при запуске вашей системы. Wanted Timer Resolution. Я здесь ставлю 0.5000. Ставим везде галочки. И Rate MS я выбираю 500. И нажимаем Start. Если у вас очень слабый процессор, Rate MS лучше оставить по дефолту на 1000. После этого просто сворачиваем ISLC и залетаем в Stalker 2. Как поиграли, вышли, нажимаете просто Stop и закрываете. Снова захотели поиграть, запускаете, настройки уже будут установлены, нажимаете просто старт и скрываете. Ну и наконец процесс Lasso. То же самое, нажимаем 2 раза LKM, запускаем и делаем установку. Как программка установится, запускаем процесс Lasso. Наконец-то она уже на русском языке, многие из нас могут самостоятельно, если немножко в чем-то там разбираются, настроить систему под себя. Мы не будем разбирать весь ее функционал. Снова же отдельное видео по настройке процесса Lasso у меня есть на канале. Как что лучше настроить, как задать приоритеты и так далее. Наша задача следующая. Нам просто нужно запустить игру. Кстати, давайте покажу, как срабатывает модификация против отключения компиляции шейдеров. Вот мы пропускаем все. Пропускаем. Нажимаем Escape. И опа, все, мы в игре. Нажимаем продолжить. Быстренькая загрузка. Мыльных текстур нет. Вроде как все нормально. Этот мод можете использовать без проблем. Открываем процесс Lasso. И здесь нажимаем на CP, то есть сортировать по нагруженности на центральный процессор. И у нас здесь будет первый в списке, это Stalker 2. Нажимаем PKM на Stalker 2. И нас встречает большое контекстное меню. Приоритет CP. Здесь есть 2 варианта. Текущий и всегда. Текущий это в данный момент. Задаем приоритет. И всегда один раз настроили и все. Больше сюда не лезем. По дефолту стоит на нормальный. Можете поставить выше среднего. Побегать, посмотреть. Конечно же, у вас могут появиться фризы, если у вас будет стоять приоритет выше, чем нормальный. У меня проблем таких нет, но на других системах, как люди писали, иногда случается и такое. Поэтому тут все ситуативно. Тестируйте, проверяйте. Соответствие ЦП. Здесь мы можем убедиться, что все галочки стоят на наших ядрах. Тут то же самое. Если у вас наблюдаются фризы, можете чисто по приколу отключить SMT, побегать, посмотреть. Возможно, именно в вашей ситуации как раз таки какие-то виртуальные ядра делали только хуже. У меня фризов как не было, так и с отключением SMT тоже ничего не изменилось. Приоритет ввода-вывода. Я обычно не трогаю, но можете поставить высокий. Ускорение, текущий и включить. Далее я поставил галочку на включение производительного режима. Его можно будет настроить отдельно в настройках. План питания. Выбрал сбалансированное, наложение максимальной производительности. И поставил галочку на исключить из Pro Balance. Снова же все это мы можем настроить в настройках. Если вам не интересно смотреть полностью ролик по процессу Lasso, то самое важное, что можете сделать, это снова же отсортировать по центральному процессору и посмотреть, что больше кушает нагрузку. Допустим, вот то приложение, которое съедает все наши ресурсы. Нажимаем PKM, приоритет CP, текущий и ставите ниже нормального, либо низкий. Здесь же можете ограничить по количеству ядер. Можете задать пару ядер на плеер, другие пару ядер на мышь и так далее и все подобное. Как-то так. Да, возможно душно, но куда без духоты. В любом случае придется дожидаться патчей, которые, скорее всего, как обещали разработчики, не должны себе долго ждать. Я лишь вам пожелаю высокого FPS, комфортной игры, ну и до скорых встреч.